Всем привет, меня зовут Осинская Екатерина, и сегодня мы поговорим об одном из вариантов заработка подросткам. Я пробовала данный вариант лично, и поэтому в этом видео поделюсь своим личным опытом. И начнем мы с самого простого, постепенно переходя не то чтобы к сложным, а более серьезным заработкам на Авито. В 13 лет денег на закупку товара у меня не было, и поэтому я решила, что буду продавать те вещи, которые мне маленькие или просто-напросто не нужны. В этом деле главное, как подать эти вещи. Необходимо сделать качественную и яркую фотографию и в описании указать все необходимые характеристики. Для примера, я участвовала в конкурсе и стала победительницей в номинации «Мисс Очарование», о чем и написала, продавая платье с этого конкурса. Несмотря на то, что стоимость я поставила далеко не самую низкую, платье купили уже через 2 недели. Но сразу хочу предупредить, что не все вещи продаются быстро. Иногда нужно их поднимать месяц от месяца, пока не найдется покупатель. Еще один из важных моментов – учитывайте время и сезонность размещения вещей. Свое платье с конкурса я выставляла перед Новым годом. Если бы его не купили, то я бы выставила его перед 8 марта или же перед выпускными, как раз когда все ищут наряды. Чем более точно продумано описание, тем больше вероятности, что оно попадет в топ по тем запросам, что вводят покупатели. Еще хочу поделиться моментом, который мне уже помог продать более десятка вещей. В самом объявлении я всегда пишу «могу выслать в другой город». Оказывается, люди готовы покупать БУ вещи с пересылкой в другой город. Только я всегда пишу, что готова выслать товар только при 100% предоплате и оплате почтовых услуг. Я отправляю всегда посылкой, потому что бандероль дороже, и делаю оценку в 1 рубль. После того, как я все отправила, я сканирую квитанцию, которую мне выдали на почте, и по этой квитанции покупатель сможет отследить, где находится его посылка и реальную стоимость почтовых услуг. Кстати, на Авито появилась новая функция «Доставка». Я ее еще пока не тестировала и не знаю, на все объявления она распространяется или только на магазины. Но в любом случае это уже хорошая новость. Авито постоянно вносит изменения, и одно из них заключается в том, что если раньше я могла отправлять бесчисленное количество объявлений, то сейчас только 30. Это, конечно, плохая новость, но справиться с ней легко. Я завела несколько фейковых аккаунтов, но для этого нужно несколько сим-карт. Я думаю, это не проблема, потому что я вставила 2 сим-карты в свой старый телефон и 1 в свой работающий. Кстати, я никогда не свечу свою сим-карту настоящую на таких подобных сайтах. Чуть позже вы уже можете договариваться с родственниками и друзьями, чтобы продавать их вещи за свой процент. Или договариваться на какую-то фиксированную сумму, а то, что выше, будет ваша прибыль. Продавать на Авито можно не только вещи. В один из дней рождений мне подарили 2 хомячков. Они начали очень быстро плодиться, и я стала продавать 2-месячных джунгариков. Покупали их очень хорошо, в основном подарки детям. И что самое интересное, в нашей стране можно продать неисправную технику БУ на запчасти, а в других странах ее просто-напросто выкидывают. В любом случае, в каждой семье есть ненужный хлам, игрушки, бытовая техника и так далее. Совместите приятное с полезным и освободите свой дом от ненужного хлама и при этом заработайте деньги. Помимо Авито, эти объявления можно разместить на всех городских досках. Это ускорит процесс самой продажи. Второй способ заработка на Авито – это помощь в продаже квартир и машин. Совсем недавно моя тетя продавала квартиру, и посмотрев ее объявление на различных сайтах, я поняла причину все-таки, почему же звонки не поступали. Я переделала все фотографии, и теперь я знаю, как сделать фотографии квартиры так, чтобы она казалась больше, светлее, да и просто презентабельнее. И переделала все описание, и вуаля, звонки пошли. Поищите такие объявления и предложите за небольшую стоимость оформить объявление. Кстати, это может быть даже объявление, размещенное риэлтором, так как они сами иногда не умеют сделать правильные фотографии и описание. Вот так, совершенно без вложений, вы можете начать зарабатывать деньги. Третий вариант заработка больше похож на мини-бизнес. Когда у меня появились свободные деньги, я начала мониторить интернет в поисках интересных товаров. Хорошо бы отслеживать тренды в начале их взлета. На этой волне можно хорошо заработать. Но зачастую люди, не подозревая, вкладывают деньги уже в нисходящий тренд. Поэтому ищите то, что уже продается. Пусть и без ажиотажа, но уже какое-то продолжительное время.
Где же искать такие товары? Конечно, можно на самом Авито, можно посмотреть товарные партнерки, и самое элементарное, это же, конечно, поисковые системы. В любом случае, если вы потратите время, то обязательно найдете. Далее необходимо определиться, где же вы будете покупать этот товар. Можно найти поставщиков со своего города, а можно заказать с Китая. Перед тем, как оформить заказ на том же AliExpress, сделайте тестовое объявление и посмотрите, насколько востребован ваш товар. Если вам написали хотя бы несколько человек, то смело оформляйте заказ. Кстати, 10 штук портативных зарядок мне пришли без проблем. Это было 1,5 года назад, и я их продала с очень хорошей наценкой. Кстати, когда я их продавала, я делала фотографии сама, а не брала их с интернета. И также продумывала все описание. Хочу порекомендовать книги Вика Орлова. Их можно скачать в интернете совершенно бесплатно, но после книг суперзаголовок или же слова-магниты вы сможете составить объявление, которое будет продавать в разы быстрее. А мы двигаемся дальше. 4-й вариант. Если дела у вас уже пошли в гору, вы можете помимо обычных объявлений создать Авито-магазин. Это уже платный сервис и стоит он 30 тысяч рублей. Я еще не создавала магазина и поэтому особо сказать ничего не могу, но если вас заинтересует данная тема, вы можете почитать в интернете. И последний, 5-й способ. Он похож на 2-й вариант, но тут дела обстоят иначе. Вы можете искать на Авито те компании, у которых дела идут неважно, и помочь им с трафиком. Для этого вам нужно только зайти на Авито Контекст и изучить, как же правильно составлять объявления. Я сама запускала рекламные кампании Яндекс.Директ и знаю, как это делается, но это уже не тема этого видео. Более подробно мы раскроем это направление на своем сайте, над которым пока трудятся программисты и разработчики. Кому интересно, следите за нашими новостями. Я лишь только хочу сказать, что ничего сложного в этом нет, и при желании можно все изучить самим. На начальном этапе ваши расценки могут составлять 3-5 тысяч рублей, а с опытом и цены вы поднимете. Вот такие 5 способов, как заработать подростку на Авито. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Делитесь своим опытом в комментариях и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч и пока!